вами Менма. Сегодня мы поговорим, возможно ли сделать аниматроника в реальной жизни. Ну, к примеру, за неделю. Эффект Пигмалиона или же самосбывающее пророчество и теория сгорания уличных фонарей. Вы знакомы с ней? Я вот... Да. Ну что ж, поехали. Hello, everyone. Тебя, не тебя, режу. It turns off someone videotaping it because, oh my, are you fucking kidding me? Менма, спринтрап. Что случилось? Мне потом подошла жюри, Карина, и извинялась передо мной. Geekfest. Слышали о таком фестивале? Это самый масштабный фестиваль во всей Якутии, где все якуты собираются в городе Якутске, чтобы провести время в косплее. На этом фестивале приглашают специальных гостей, играет живая музыка, а также еще проводят всякие ярмарки, дефиле участников. Ну и вообще там продаются вещи, где нигде не найти, кроме фестивалей. Я бы даже сказала то, что этот фестиваль почти наравне с Комик-коном, просто он проводится в Якутии. И как вы поняли по названию ролика, я подала заявку на этот фестиваль. Чтобы вы понимали, это самый масштабный фестиваль вообще в Якутии, который проводится один раз в год. Как я пришла к этому косплею, вы, наверное, меня спросите. Ну, эта игра мне нравится уже, не знаю, где-то 10 лет. Еще с самых школьных времен, когда я сидела за партой. Все на перемене мы собирались, играли во FNAF. Мы получали такой адреналин за 5 минут перемены. Мне эта игра очень запомнилась. Ну, потому что очень много было людей в то время, мы все следили за этой игрой вообще. Всякие пугалки, мне нравится такой адреналин, знаете, очень приятный адреналин. Погружаясь в эту игру, я одновременно начала изучать лор этой игры. И углубилась настолько сильно, что я узнала о таком персонаже, как Уильям Афтон. Или же, как его называют, Спринтрап, которого я как раз и буду вам показывать, как же я сделала его за неделю. Те, кто не знает про FNAF, что это такое, я вам кратенько расскажу вообще, что это такое, что за игра и что за Уильям Афтон, еще Спринтрап. Это что, один человек? FNAF это инди-игра, где ты просто сидишь, как охранник, открываешь двери, закрываешь двери, проверяешь пиццерию в ночное время, чтобы эти аниматроники не зашли в твое охранное поле. А Уильям Афтон, ну, это челик вот так вот выглядит, как я. Я специально переоделась в него, знаете, чтобы такая еще больше погружение в атмосферу было. Надеюсь, у меня это получилось. Уильям Афтон — это самый типичный антагонист. Фиолетовый парень, у которого было 3 ребенка, и все они погибли. Так сложилось то, что наш фиолетовый парень, он просто сошел с ума, и он продолжал убивать Милкисов! создавать всякие механические махинации, как красть, Милкисов! похищать их и убивать их в конце концов. Сам наш Уильям Афтон, он умер прямо в этом аниматронике. Но на этом история не заканчивается. Этот чертов фиолетовый парень оказался жив. Столько лет он проходил в этом костюме аниматроника, настолько он прогнил, настолько он пах, он вообще вонял отвратительно, плесенью просто. Я всегда возвращаюсь. Его знаменитая фраза. В этой игре настолько запутанная история, никто не может конкретно сказать, от
чего идет последовательность и чем она вообще заканчивается. Прикиньте, даже сам автор уже не разбирается в своей же истории, которую он сам придумал. Ну так вот, возможно ли сделать аниматроника в реальной жизни? Я это сделала. Поэтому я пришла вам это рассказать. Все началось с того, что у меня не было никаких инструкций, у меня не было ничего, кроме карандаша и листика, ну и, конечно же, материалов, которых я заранее заказала. Перед началом я, конечно же, составила себе эскиз, чтобы понимать, как вообще нам строить из этого аниматроника и чтобы нам еще нужно как-то туда залезть. Как сделать вот эту вот изогнутую часть из Евы Фуаля? Как это сделать? Не дают нам никаких инструкций. Просто нужно придумывать самой. Я вообще понятия не имею, как из этого что-то лепить. Надо, наверное, какие-то части поделить. Вот эту вот часть можно просто сделать изогнутой. Ну вот, чтобы она была вот такой вот. Типа вот так вот вырезать. Все, у меня больше нет мысли, как это делать. Тут же нужно еще вот так вот изгибать, вот в этой вот части. Липать сложно. Знаете, он постоянно умирал, постоянно возвращался, и все так циклично происходило у него, поэтому я хотела сделать в своем стиле, знаете, какая-то некоторая альтернативная вселенная. Я решила начать с головы, потому что это все-таки такая важная деталь, и мне никак не получалось клеить, ну потому что я первый раз использую вот этот вот материал, я вообще его знать не знаю, поэтому я решила шить. Я каждый лоскуток шила своими руками, потому что швейная машина не берет такой материал. Материал очень плотный, 5 миллиметров. Я считаю, что это более как-то лучше смотрится. Все-таки Springtrap это у нас фури. Это все-таки животное, типа оно мягкое должно быть. И это как бы дает какую-то некую часть мягкоты, ну, сразу понятно, плюшевости, всякое такое. Короче, я подумала, что я это все буду шить. Не знаю, насколько меня это хватит. Но мне нравится этот результат больше, чем вот это вот. Вот этот вот листочек, где все там было нарисовано у меня, это было просто для условности. Мы даже практически им не пользовались, мы не смотрели на него, кроме всяких сантиметров, миллиметров. Вот, например, вот эту вот часть верхнюю мы просто делали на глаз. Те, кто знают, ну и еще те, кто не знают, я постоянно перемещаюсь между городами, и у меня так произошло то, что времени оказалось очень мало, поэтому я просто в спешке начала это все крафтить, и это все вышло мне за неделю. Я за неделю сделала полностью аниматроника. Ответьте на один вопрос. Вам когда-нибудь снился этот человек? Я знаю то, что мне бы никто не поверил из жюри, то, что я это сделала за неделю. Они бы подумали: ха, обманщица! Поэтому мне пришлось написать то, что я это сделала за месяц, за полмесяца. Даже когда я была в самом фестивале и пришла в этом костюме, я всем людям, которые мне подходили и спрашивали, за сколько времени на это ушло, я им всем врала то, что я это сделала за полмесяца. И знаете, какой у них был ответ? За полмесяца? Это, наверное, ночами не нужно спать. Ну, как сказать...
Если бы я сказала бы не своему подписчику то, что я это сделала за неделю, они бы мне не поверили, они бы подумали то, что я обманщица. И действительно, было порой несколько дней, я ночами не спала, я просто делала, я ни о чем не думала. Чтобы сделать это до конца, нужно вообще ни о чем не думать, а думать только о процессе. Даже я рассказала своим подписчикам о том, что я сделала спринт-трапа за неделю. И все были в шоке, прикиньте, они говорят, то, что это просто невероятный результат за неделю. Ну, я не знаю, я уже очень сильно запуталась за это время. У меня есть старшая сестра, у которой есть дочка, и даже она ей закрывала глаза, чтобы она этого не видела, потому что это было ужасно, ужасающий костюм просто. Я добилась того результата, которого я хотела. Слушай, что этот парень делает? Да это ж Никита, он постоянно так делает. Говорят, что у него хамит. Стоп, а куда он исчез? I always come back. 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 I always come. Эффект Пигмалиона. Или же по-простому самосбывающее пророчество. Как же обосновывают этот термин? Это психологический феномен, при котором внутренняя уверенность человека в своем успехе действительно произойдет. Если вы ничего не поняли, я просто это взяла из интернета. Да откуда я знаю такие термины, вы чё? Я просто хотела немного вам сказать то, что у меня оставалось совсем мало времени. У меня был только всего лишь один несчастный, грёбаный день, чтобы я это все закончила и подать эту заявку чертову. Поэтому я просто отняла из своей жизни один день на то, чтобы перекрасить весь этот костюм в болотный цвет, который у меня чуть-чуть вышел. Но он немного выглядит как хаки цвет, но намного лучше, чем арбуз, привет. Это пипец, ребята. У меня даже камера, наверное, заморалась. Да и вообще я вся заморалась. И у меня лицо, наверное, такое усталое сейчас стало. Или даже она немного подпортилась, потому что я не сплю ночами. Я вообще ни о чем не думаю, кроме этого. Мне нужно монтировать. Я не думаю об этом сейчас. С самого начала, когда этот салатовый высветился, я поняла то, что сейчас будет провал. Как я ожидалась, так и произошло. Сейчас почти где-то, наверное, глубокая ночь. Я даже заметила, как вы уже писали то, что это арбуз. Да, я этого тоже заметила, но почему-то не придала какого-то особого значения, пока не примерила все это. Делаю на полном стрессе, мне еще пишут на работу, типа, устроиться. Я уже на пределе, хочется сдаться. Просто это отложить и делать до следующего гикфеста. Ну ладно, в принципе, да, я могла бы успеть, если бы не эта краска. Пипец, я просто жестко опечалилась, я хотела плакать, но мне не разрешили. Не разрешили. Я его полностью детализировала. Я прикрепила ему всякие провода, Я ему еще сделала кровь, якобы сделала ему глаза. Кстати, глаза сделаны из игрушечных елочных шариков. И вот так вот у меня в конце концов получилось. В довольном результате я решила найти себе конкурентов. И вот что мне скидывают. Ну, сильный конкурент. Так как мы знаем нашего конкурента, мы должны еще больше трудиться, чтобы обогнать его. И для этого я решила сделать вот такой вот нож.
Мне даже хочется сказать, что это меч, потому что он слишком огромный. Ну так вот, что же произошло такое? Какое-то пророчество самосбывающее. Что за эффект пилемиллиона? Что я там говорила вообще? Я просто опустила руки, знаете, уже где-то в середине, в процессе момента я уже думала то, что это мы не сможем. Я не смогу, я не успею, я не сделаю. В общем, это была плохая идея. Вот такие вот мысли ко мне, в общем, начали прогреваться в моей башке. Поэтому я, конечно же, сотрудничала со своими же родителями, которые мне очень бескорыстно же помогали. Я им это все говорю, то что у меня не выйдет, у меня вообще просто ноль. Мы не сможем, у нас ничего не выходит. Вы видели, у нас вообще костюм превратился в арбуз. И вот тогда произошел этот эффект. Родители мне внушили то, что я смогу, я сделаю это. Всего лишь это осталось чуть-чуть перекрасить в болотистый цвет. Осталось только провода там приклеить. Да и к тому же у тебя же есть мы. И как ни странно, эти слова помогли. Начался процесс просто отовсюду. Я закончила этот костюм с невероятной скоростью. После завершения мы, конечно же, все это отправили, подали заявку, ее сразу же приняли, естественно. Я, в общем, все там пруфы им все сфоткала. Я там написала то, что я это сделала за полмесяца. Ибо мне бы никто не поверил, то, что я сделала это за неделю. От начала до конца мне помогал папа, который просто обожает что-то делать. Он обожает вот такие всякие новые штучки, которые можно сделать из нуля. Знаете, он некий Тони Старк, только в реальной жизни, который может сделать все, что угодно, лишь бы ему дать инструменты, или же просто иметь руки. В некоторых местах я не понимала, как мне сделать этот костюм, поэтому я обращалась к нему. Или же он просто сам подходил и говорил, вот это вот нужно сделать так вот. Он хоть и не знал, что за персонаж, он вообще не играет он в игры, он не смотрит какие-то прохождения ФНАФа, там, других игр. Он ни в чем не разбирается, но он ясно видит то, что мне это нужно. Мне нужно закрыть свой гештальт, чтобы я успокоилась, поэтому он мне, конечно же, помог. Я даже моментами иногда смотрела на него и видела в его глазах, будто он хочет примерить этот костюм тоже. Я ему показывала свое дефиле и говорила, как тебе? Может, что-то нужно добавить? И вот что он мне показывает. Вот так вот. Тебя и тебя. Вот так вот. И за день до фестиваля мы упаковали все вещи в вот такие вот коробки, потому что костюм очень был огромный. Я бы не смогла из другого города сразу приехать в этом костюме. Вы о чем? Конечно же, мне пришлось это упаковать. И почему машина уменьшилась в 5 раз? Она еще так стоит, типа, это ее место. Она всегда там стояла. На утро все собираемся, все готовимся. Моя мама тоже, она решила тоже поехать. И так как я была участником профессионального косплея, мои сопровождающие, а точнее родители, проходили бесплатно. Мне уже дали билет, точнее бейджик, потому что я участник. Сейчас мы ищем женскую раздевалку, где я смогу переодеться. A few moments later. В женской раздевалке слишком мало места, мы не сможем там переодеться, поэтому мы нашли вот какое-то вот такое вот укромное место. Сейчас мы переоденемся в этого огромного зайца. В спринтрап. Я уже привыкла говорить заяц, потому что родители не понимают, что такое спринтрап. Вот тот дядька, который одевался же на улице. Как Бортан Рэй, как он. С ним все фотографируются. Ой, боже, я шестью упала. Сама. Сразу. Я с трудом передвигаюсь. Я еще вот так вот села. У меня уже ноги разваливаются. Так, я думаю...
голову надеть, и как все просто толпой, все просто очередями стояли за тем, чтобы сфотографироваться со мной. Вон, сзади. Больше часа стояла уж точно. Даже мои родители просто уже устали стоять на месте и смотреть на это все. Ведь они сами не понимали, куда им идти и что за место. Они в первый раз были на этом фестивале. Я просто офигела. Это первый раз, когда ко мне столько людей подходило. От начала фестиваля до конца фестиваля. Все ко мне подходили, все прям хотели сфотографироваться со мной, как будто весь фестиваль, весь стадион со мной перефоткался уже дважды. Ко мне подходили как и подписчики, так и просто люди, которые не знали меня. В своем костюме я нифига ничего не увидела. Я ни с кем почти не сфотографировалась. Тут даже был такой момент, будто это видео сделала нейросеть, но на самом деле это реальное видео. И для того, чтобы пройти конкретно уже эту заявку, уже эту подать для фестиваля, нам нужно было пройти в шатер, где жюри нас оценивали с нашей презентацией. Я подготовила презентацию о том, как я сделаю этого спринтрапа. Я говорила, конечно, все на словах. На презентации у меня были просто обычные фотографии, на которых я показывала самые важные детали для своей речи. Дальше меня отвели к фотографу, где он сфоткал вот такие вот фотографии. Качество фоток очень хорошее, но мой спринтрап совсем не похож на спринтрапа. Он даже заснял мои внутренности, как меня тут везде колят саморезы. Кстати, вот так вот выглядело после. Ну и в общем я дальше сказала родителям: фотографируйте все что угодно. Я не могу вас контролировать, это неконтролируемо. Чего заново включилось, я не знаю. Я же остановил его. И вот это как это, что за фото вообще? А это что? Это, а в чем смысл? Every time I go by this light, it turns off, so I'm videotaping it because, oh my, are you fucking kidding me? Давайте сначала я объясню, что это такое, откуда я опять это взяла. Это способность человека, который вызывает нарушение в работе электрических приборов при своем приближении или состоянии сильного эмоционального возбуждения. Это как стресс, волнение, страх перед публикой. Понимаете уже, о чем я, да? Мне часто стали попадаться в рекомендации такие видео по типу, как эта женщина, например, она ходит по улице и объясняет тем, что она ходит и фонари при ней гаснут, когда она к ним приближается. Когда она отдаляется, они снова же включаются. Да и таких вообще видео полно. Все показывают, насколько они особенные, насколько они крутые и отличаются от обычных людей. Вы, наверное, у себя сложили в голове то, что я считаю себя так же, но нет. Скорее всего, думаю, это неправда. Но после этого момента мне стало казаться то, что это все правда. Итак, следующий участник. Мемма Спринтрап ФНАФ 3! Видеоряд должен быть. Что случилось? Что-то случилось у нас с видео. Нормально, включите, пожалуйста, еще раз. Пожалуйста, нормально включите. Все ждем. Включите и ждем. Нет, включите, там все нормально. Просто включите. Там чуть позже, да, начнется видеоряд, как будто бы, да. Все нормально будет. Хорошо. Надо будет предупредить это, да.
Поаплодируем. Видеоряд подожди. Я еще с самого детства начала замечать подобные явления возле себя. Когда я раздражалась, у меня выключался свет. Или же у меня плохое настроение, то идет молния. Просто даже не по прогнозу погоды. Я часто выступаю на фестивалях, и на каждом фестивале у меня постоянно какие-то проблемы с экраном. Вроде бы у меня все правильные коды, у меня правильный формат видео, но, честно, я не хочу себя приписывать какой-то особенной. То, что я вообще имею какими-то магическими действиями. Я не знаю, у меня третий глаз. Это вообще как бы наоборот плохо. Считается то, что если у человека какая-то есть способность, то он как бы неправильный считается. И с таким человеком постоянно что-то происходит плохое. Поэтому я бы не хотела себя приписывать к этой теории, к этому синдрому, к этому явлению. Я хочу опровергнуть этим тем, то, что я из маленького города, где постоянно выключается свет, чинят провода, потому что провода просто полностью устарели и приходится постоянно выключать свет по всему городу. А вот насчет молнии, которые случайным образом как-то появляются, когда у меня плохое настроение, необычное совпадение, я считаю. Но я, скорее всего, думаю, то, что со мной я нормальный человек, иначе как я вообще... Не знаю, как у меня еще телефон не сломался. И как я вообще это монтирую. У меня уже давно ноутбук должен быть сломан. Ни у кого нету научных убедительных доказательств к этому. И вообще, мне кажется, это просто особое такое совпадение. Я надеюсь, это была какая-то ошибка организаторов. Но все же этот вопрос я оставлю, чтобы вы вообще... давайте поговорим об этом в комментариях. Я уже забыла то, что у меня существовал телефон, потому что мои подруги его держали. Они снимали все подряд. Они снимали, и я просто сюда вставлю, о чем они говорили. И что они вообще засняли. Это что вообще такое? Кто это снял? Я могу сделать так? Я уже выхожу на сцену, и, я ничего не выиграла. Мне кажется, это из-за дефиле, из-за моего фона, который почему-то каким-то неким образом просто не включился. Я надеюсь, это не из-за моих каких-то сверхспособностей, а из-за организаторов, которые не уследили, даже не проверили и даже не перенесли меня, хотя вот... позже. Никто. Всем было наплевать, знаете. Всем было Даже с поломанным видео. Это было прекрасно! Аплодируем! Красотка! Это что за трэш? Там не было видеоряда, они пытались целых 3 раза. А нельзя было попросить перенести твое выступление, чтобы потом, когда разберутся с видео, потом уже нормальное выступление. Вот они что тут тупят. Именно мое выступление. Как обычно, так всегда бывает. Вообще кошмар. Давайте подарок. Спасибо большое. Вот Даша сейчас говорит, что я постоянно какие-то фейлы. На кассе была, я помню. Ой, здорово. Постоянно это проклятие. Интересно, я выиграю 100 тысяч или нет? Как вы думаете? Планирую уже, на что потратишь? Я недавно купила квартиру, поэтому я все туда потрачу. Если я, конечно, выиграю эти деньги. Но мне кажется, я буду в номинации «Лучший игровой косплей». Помнишь Джули на рейде? Все нормально.
Мне потом подошла жюри, Карина, и извинялась передо мной о том, что у них фон не включался целых 3 раза. Они не понимают, что происходило, ну, я понимаю. Видимо, они заранее не проверили? Или можно было тебя передвинуть на другое место, чтобы сейчас выступал какой-то другой косплеер, и потом разобраться с своим файлом, чтобы нормально выступила? Да, Что за бред? это имело бы значение. Вот именно, ну, уже поздно, как бы, все уже И какой-то призы раздали. вот, меня еще взбесило, что какой-то мужик кричал: пусть так выступает! Там в микрофон кричал. Типа, пусть выходит, пусть так выступает, прикинь. В общем, вот так вот произошло. Она ко мне подошла и сказала: ты новичок, ты первый раз выступаешь. Так что вот. Оказывается, новички не берут первые места. Вот так. Но у меня даже никакой не было номинации, ни выбор жюри. Там даже мелкий бабу. Вообще, весь фестиваль реально прикольно прошел. Я ничего не видела. Что я вообще говорю? Я же ничего не видела, действительно. Те, кто выиграл, и те, кто не выиграл, мы получили призы такие. Я, кстати, не открывала их целый месяц. Целый месяц он у меня такой завернутый был, я там только немножечко прошерстила все и... Ну, чтобы покушать, может, там есть еда. Давайте смотреть, что же там внутри. Вот такой вот диплом мне дали с моим ником. Вот такие вот какие-то наклейки. Офигеть, тут столько сертификатов. Ну, как столько? 2 сертификата, оказывается, здесь было. Ну, потом использую когда-нибудь. Надо было раньше мне это открывать, а то я сидела, голодала все это время. О, вот еще у меня сертификат на Додо пиццу. Что это? Что мне визитку дали? Что? Ладно. И вот такая вот штука. Тоже опять для фанатов. Всякие хавчики, кислые китайские штуки. И вот это вот, ну, тут уже видно то, что я немного ела. Вот это вот вообще невкусно, не покупайте. И вот такая вот сумка, опять для фанатов. Ну, нормально, это я сделаю как домашнюю одежду. Напишите, кто мне это подарил. Тут наклейки с Геншином, карточка BTS, опять корейские челики. Привет, Мемна. Нет, я не Мемна, я Менма. Дальше мне подарили... Нет, это не сигареты, это карта, видимо. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что это карты. Я вроде бы сказала то, что я покончила с Наруто, но вы продолжаете мне дарить Наруто. Ладно, я возвращаюсь. Из-за ваших подарков я реально хочу вернуться в этот обратно фандом. И дальше мне подарили вот такие вот, оказывается, рисунки. Я даже не заметила, я просто их приняла, потому что я в этом костюме ничего не видела, я уже это повторяюсь в который раз. Это же Ханкай, Старейл, да, и Spy Family, да. Видимо, кто-то создает мерч, прям такой качественный, сами рисуют. Кокоми, и кто это? Это из Вува, наверное, да, или чей-то ос. Прикольно вообще выглядит. И наклейки с Фуриной. О, вот это вот еще прикольно. Вот это вот надо было смотреть. Офигеть. И вот такой вот подарочек мне подарили. Типа там что-то король, что-то написано. Вот. The king of our hearts. Нифига себе. Ну вот. Я подходит? Да, король наших сердец. Всем спасибо за подарочки. Мне надо было раньше это открыть, а не целый месяц это держать. От кого я прятала, не знаю. Всем привет, ребята. Я монтирую уже месяц, схожу с ума. Я забыла вот про эти карточки. Здесь, короче, где-то больше
100 штук. Не знаю, помните вы или не помните, я делала опрос еще здесь. Я не могла их раздавать на фестивале, потому что у меня были лапы. В прямом смысле я была в фуре. Я вот с ушами, короче, я была зайцем, я была спринтрапом. Короче, мне не получилось, все заканчивается уже. Я впервые снимаю в подобном формате, поэтому я бы хотела, чтобы вы меня поддержали. Написали вообще в комментариях, как вам подобный формат. Создавать ли мне дальше такое, либо же делать как раньше. Ну, и как раньше я буду, конечно, делать, но добавлять ли мне подобное, типа что-то загадочное. Мне стоит у вас сначала спросить, как вам такой формат, и дальше я уже решу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте писать комментарии. Если, конечно, у вас телефон работает.